и на небе, и на земле Господь познается только Духом Святым, а не от науки. И дети, которые совсем не учились, познают Господа Духом Святым. Святой Иоанн Креститель, когда был еще в чреве матери, ощутил пришествие Господа. Симеон Столпник, дивногорец, был 7-летним мальчиком, когда явился ему Господь, и он познал его. Преподобный Серафим был в совершенном возрасте, когда Господь явился ему во время литургии, а Симеон Богоприимец был глубоким старцем, когда познал Господа, приняв его на руки свои. Так Господь применяется к нам, чтобы больше утешить всякую душу. Любовь Господня познается не иначе, как Духом Святым, а мирная душа, которая хранит чистую совесть, из творений познает Бога, что Он создал небо и землю. Но и это дело благодати, хотя и мало еще. А без благодати ум наш не может познавать Бога, но все влечется к земному, к богатству, к славе, к наслаждениям. Как любовь Иисуса Христа, так и страдания Его были столь велики, что мы не можем их постигнуть, потому что мало любим Господа. Но кто больше любит, тот больше может разуметь и о страданиях Господа. Есть любовь малая, есть средняя, есть и совершенная. И чем совершеннее любовь, тем совершеннее познание. Вообще каждый из нас может рассуждать о Боге настолько, насколько познал благодати Святого Духа. Ибо как можем мы думать и рассуждать о том, чего не видели, или о чем не слышали и чего не знаем? Вот святые говорят, что они видели Бога, а есть люди, которые говорят, что Бога нет. Ясно, что они так говорят потому, что не познали Бога, но это совсем не значит, что Его нет. Святые говорят о том, что действительно видели и знают. Они не говорят о том, чего не видели. Не говорят, например, что видели лошадь длиною с версту или пароход длиною 10 верст, чего нет. И я думаю, что если бы Бога не было, то о Нем и помину не было бы на земле. Но люди хотят жить по своей воле, и потому говорят, что Бога нет. И этим они доказывают, что Он есть. И у язычников душа чувствовала, что Бог есть, хотя они и не знали, как почитать истинного Бога. Но Дух Святой научил святых пророков, потом апостолов, потом святых отцов и епископов наших, и так истинная вера дошла до нас. И мы познали Господа Духом Святым, и когда познали, то душа утвердилась в Нем. Душа, познавшая Господа, невидимо ощущает присутствие Создателя своего и бывает в Нем зело покойно и радостно. И чему можно уподобить эту радость? Она подобна тому, как если бы возлюбленный сын из далекой страны после долгой разлуки вернулся в свой отчий дом и в сытость беседует с дорогим отцом, и с любимой матерью, и с милыми братьями и сестрами. О люди, творение Божие, познайте Творца. Он любит нас. Познайте любовь Христову и живите в мире, и обрадуйте этим Господа. Он милостиво ждет к себе всех. Обратитесь к Нему все народы земли и вознесите молитвы свои к Богу. И молитва всей земли пойдет к небу, как прекрасное тихое облако, освещенное солнцем. И тогда возрадуются все небеса и воспоют песнь величания Господу за Его страдания, которыми Он спас нас. Познайте, народы, что мы созданы для славы Божией на небесах, и не прилепляйтесь к земле, ибо Бог наш Отец и любит нас, как дорогих детей. Господь милостивый дал на землю Духа Святого, и Духом Святым утвердилась Святая Церковь.
Дух Святой раскрыл нам не только земное, но и небесное. Духом Святым мы познали любовь Господню. Любовь Господня горяча. Святые апостолы, исполненные любви, обтекли всю вселенную, и Дух их жаждал, чтоб все люди познали Господа. Духом Святым услаждались любимцы Божии, пророки, и потому слово их было сильно и приятно, ибо всякая душа хочет слышать слово Господне. О чудо! И меня, столь много грешного, не презрел Господь, но дал мне Духом Святым познать Его. Дай же мне, Господи, Духа смиренного, чтобы я всегда благодарил Тебя, что Ты на землю дал Духа Святого, и я помню Его. Он сам помогает мне помнить Его. О Душе Святый, о Великий Царю, что воздам Тебе я, грешная земля? Ты открыл мне непостижимую тайну. Ты дал мне познать, как безмерно Он любит нас. Господь так много нас любит, что объяснить этого невозможно, и только Духом Святым познается эта любовь, и душа неизъяснимо чувствует сию любовь. Господь по естеству благ и милостив, кроток и любезен, и описать доброту Его нельзя, но душа без слов чувствует эту любовь и всегда желает пребывать в таком тихом состоянии. Он сказал: «Не оставлю вас сирыми». И мы видим, что действительно не оставил, но дал нам Духа Святого. Дух Святой невидимо дает душе знание. В Духе Святом душа обретает покой. Дух Святой веселит душу и дает ей радость на земле. Какая же радость и веселье будут на небесах? Мы Духом Святым научены знать любовь Божию, но там она будет совершенною. О немощной я человек! Я только познал любовь Божию в совершенстве, но стяжать ее не могу. И плачет душа моя на всякий день, и все думаю: я еще не получил того, чего ищет душа моя. Когда Дух Святой сошел на апостолов, то они опытом познали, что есть любовь Божия и любовь к человеку. Чадца, болезною, доколе не вообразится в вас Христос, говорит апостол. О, как был бы я рад, если бы народы все познали Господа. Господи, Ты сам дай им познать Тебя Духом Святым, как дал Ты апостолам Духа Святого, и они познали Тебя. Так всем людям дай познать Тебя Духом Святым.